Сайт, где можно приобрести те продукты, о которых я рассказываю, это сайт aduiko.com. Итак, я опубликовал пост в Фейсбуке в моей группе Дуйко, Кайлас и РТЕ. Здравствуйте, напишите свои вопросы по здоровью, я постараюсь ответить на них в вебинаре и на сайте aduiko.com. Вот вы пишете, Галина Мартынюк, всем добрый день, добрый день. Здравствуйте, участники, желаю крепкого здоровья. Островерха Мария. Здравствуйте, Андрей Андреевич, диагноз. Ревматоидный артрит, золотистый стафилококк, помогите, с уважением вам. Когда вам ставят такой диагноз, то врач должен вам назначить препараты гормональные. В случае, если у вас обнаружен стафилококк при этом, то еще и антибиотические. То есть, скорее всего, вас будут лечить доксициклином 200 мг 2 раза в день. И препаратом Мидрол, если первый раз и не очень высокие титры, то скорее всего Мидрол 4. Вы его будете тоже принимать какое-то время под присмотром врача. Что же я могу посоветовать от себя и можно ли каким-либо образом, используя препараты компании, помочь себе вылечить такое тяжелое аутоиммунное заболевание? Конечно, можно. Итак, для того, чтобы убрать болевой эффект или болевой синдром, который обусловлен данным заболеванием, я рекомендую использовать спрей, который имеет ярко выраженное противовоспалительное обезболивающее действие. Этот спрей называется артраминовый. Достаточно орошать данным спреем или проводить аппликации с данным спреем, нанося на места боли, где бы они ни находились. Второй препарат называется мазь Габбана. Я ее очень рекомендую использовать. Абсолютно просто потрясающий, буквально мгновенный эффект местного анальгезирования. Исчезает боль в месте нанесения данной мази, чем бы она ни была обусловлена, то есть это миозит, остеохондроз, ревматоидный артрит, любые там вальгус, любые боли в любом месте можно устранить, используя мазь Габбана. Ну и теперь как бы лечение самого системного заболевания. Первый препарат — это аутоиммунный препарат, который улучшает иммунитет. Я о нем ранее рассказывал. Это препарат, который называется Instamax. Принимать его необходимо по 2 таблетки 4 раза в день. Препарат Гемартан, очищающий кровь от золотистого стафилококка. Принимать его необходимо в определенной дозировке 6 таблеток на ночь первый день. И начиная со второго дня по 2 таблетки 3 раза в день. Третий препарат Артридикс. Принимать его необходимо по 2 таблетки 4 раза в день. Также чай Артридикс тоже принимать по 1 столовой ложке на 1 стакан воды 2-3 раза в день. Очень рекомендую все это время проводить ингаляции с ванадием и серебром. По 1 чайной ложке ванадия и серебра на 100 граммов воды вливается в камеру ингалятора, проводятся ингаляторы 2 раза в день по 10 минут. Также очень хорошо, из народных способов, очень хорошо принимать отвар, сделанный из вареного картофеля. Берется картофель в кожуре, режется на 4 части, моется, после чего варится не менее 2 часов. Жидкость, которая получается, сливается, и вот такую жидкость по чуть-чуть начинают принимать. Далее очень зарекомендовали себя микроклизмы. 1 чайная ложка перекиси водорода на стакан теплой воды. После остывания применять в виде микроклизмы можно 60 миллиграммов, разделять на 2 части эту микроклизму и делать ректально 2 раза в день. Далее ингаляции с перекисью водорода и ингаляции с перекисью водорода и соды. 1/4 чайной ложки перекиси водорода на 1 стакан воды, 1 столовая ложка соды. Все это размешивается в 1 стакане воды, нагревается и проводятся ингаляции горячие с вдохами и выдохами. Далее я считаю, что данное заболевание, тибетская медицина считает, что данное заболевание является заболеванием почек и одновременно желчного пузыря. Именно поэтому возникает данное заболевание из-за того, что желчь не отходит. Это может быть еще и осложнением на фоне заболевания климакс или климактерический период. Поэтому в случае, если вы ощущаете приливы и у вас есть похожие на климакс состояния, рекомендую принимать препарат Климактерикс по 2 таблетки 2 раза в день. И для активации желчного пузыря и для активации выведения желчи, для очищения желчного пузыря
рекомендую принимать жидкость, которая называется горечи дуйко амарум. Амарум.